Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу начать запись видео того, как я прохожу игру Mega Man, известную также как Rockman. У меня имеется смутное воспоминание с детства, будто бы эта игра связана с моим одноклассником Сергеем, тем Сергеем, который жил возле легендарной горки. По-моему, он мне давал этот картридж поиграть. Картридж этот он давал мне поиграть ненадолго, на день, на два. Естественно, я ничего тогда не понял, не разобрался. Но игра мне очень понравилась. Я думал, что я выбираю себе героя в начале игры. Я тогда не догадался, что это враг. Почему? Потому что я выбирал несколько уровней, пробовал разное и не доходил до конца. Вот. Потом как-то в одном из них дошел все-таки, но там уже надо было картридж отдавать, поэтому как-то так. И прошел, но тем не менее игра мне очень понравилась. Она, думаю, не может не понравиться, потому что отзывчивое управление, прекрасная музыка, прекрасная стилистика. Захотелось ее потом пройти, уже будучи взрослым человеком. А сейчас я хочу записать, как я пройду. Хотя бы начнем с того, что запишем какую-то часть. Ух ты, ничего себе. Так. Ребенкам очень легко было меня ввести в заблуждение этой игре, потому что вы выбираете уровень, и вот этот босс, который в конце уровня, он себя так показывает интересно, героически, да, такой, руку вверх поднимает, принимает грозный вид такой боевой. Естественно, в детстве, даже если я победил, наверное, это был босс вот этого уровня, то я потом уже не догадался, что можно взять его оружие, что у боссов есть какая-то особенность, они боятся какой-то тип оружия. Конечно же, я об этом не знал. Узнал я это уже будучи взрослым человеком. Так что вот, то есть вот это меню, которое вылезает на кнопку старт. Конечно же, я не догадался о его существовании. Если бы в детстве я это понял, если бы у меня подальше был картридж, я думаю, что я бы, наверное, уже эту игру так просто не отпустил и начал бы проходить с очень огромным интересом. Первого босса нам показывает игра, сама подсказывает, потому что выбор на нем в начале. И мы будем с ним разговаривать с помощью стандартного оружия. Вот так вот. Его оружие чем-то похоже на ножницы. Или как будто он пакменами кидается. Или похоже на бокорезы, да, которые стригут электрические провода. Поэтому, используя эту логику, мы отправляемся к электрическому боссу, Элекман. Видите, какая стойка у него? Уп, такой. Я и думал, что я выбрал его. Каждый раз выбирал разных персонажей, начинал играть с синеньким роботом. Было непонятно. Думаю, что же не так. Очень мне нравится музыка в этом туре. Вообще, я смотрел передачу Павла Гринева «Музыка Бит». Он рассказывал про инженеров Capcom, про музыкальных инженеров.
выдающиеся люди, выдающиеся мелодии. Надо было не просто сочинить музыку, надо было ее перевести в машинный код, так, чтобы воспринял процессор, потом произвел прилично, чтобы это все звучало. Особенно мне понравилось в конце видео Павла запись того, как эта музыка звучала бы немножко в другой обработке. Это было что-то абсолютно великолепное. Успели. Вот эта вещь, которая лежит сверху, мы за ней вернемся попозже. Потрясающий уровень, потрясающая игра. Мне игры Capcom Mega Man, Черный плащ, Утиная история очень нравится, они очень хорошо сделаны, качественно. Приятное очень управление, отзывчиво. Спасибо. Надеюсь, у нас здесь не будет проблем с боссом. Он очень больно бьет своим оружием. Так, задоджили. Отлично. Очень редко такое бывает, что даже ни одного удара нам не сделал. Что ж, электричеством будем бороться со льдом. Поэтому следующий уровень будет с Айсманом. Вот с этим карапузом. Я всегда думал, что это такой маленький человек в комбинезоне с соской. Когда я записывал прохождение игры «Черный плащ», я обращал внимание на механику. Даже обращал внимание больше, чем надо. Ну, это были первые мои записи. Стрельбы с маленьким прыжочком. Почему я люблю обращать внимание на такие вещи? Потому что они потом пригождаются вам в других играх, даже в каких-то современных. Вот это умение нажать большим пальцем, провести так четко, очень необходимо. Если, конечно, вы интересуетесь видеоиграми. А вот механика скольжения по льду, я ее ненавижу. Мне кажется, это связано, и отсюда же и моя ненависть к инпут-лагу в играх современных телевизорах. Такая же претензия, то есть, знаете, такая инертность появляется. Вот сейчас мы видим одну из особенностей игры. Платформы, которые появляются в определенный тайминг, надо запоминать. В детстве я, наверное, попробовал несколько раз и хорошо, выберем следующий уровень. Так, вот сейчас будет противное место. И вот они немножко портят вообще впечатление об игре, такие места. Ну что это такое было?
Ой. Если бы здесь они немножко, разработчики, доработали эти моменты, то, я думаю, игра бы была близка к идеальной. Да что такое-то? Здесь как-то можно избегать урон, используя то ли паузу, то ли меню выбора оружия, но я этим пользоваться не буду. Да... Ну вот кто вот это придумал, скажите мне, кто этот человек, который все-таки не тестировали, что ли? Ого! Расточительство какое. Может, наверх поедем? Спасибо. Неужели? Так, жизнь не взяли. Ну что ж, я надеюсь, пройдем. Спасибо. Ну что ж, сложное место прошли. Сейчас небольшие покатушечки с выстрелами. Как-то так. Конечно же, когда исследуешь игру и узнаешь боязнь боссов к определенному оружию, то тратит время дополнительное, бегание туда-сюда по игре. Так, ну что ж, к огненному человеку отправляемся. Интересно, получится? О, нет. Иногда получается без урона пройти.
Тихо. Вот это я, конечно, опрометчиво так прыгнул. Тихо, 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 тихо. Куда же я спешу? Ну, хорошо, что отсюда начали. Так, у меня последняя жизнь, надо сконцентрироваться. Дайте жизнь. Огоньки! Ну что ж, я всегда в такие моменты, ребят, если кто-то смотрит, перемотайте. Я всегда моменты, знаете, как думаю, ну хорошо, я не прошел, но я тренирую в следующий раз. Установлю еще несколько нервных связей, синапсов. И будет лучше в следующий раз прохождение. Сейчас современные ребята, ну конечно же не все, но в основном игры делают каким образом. Сейчас даже уже количества жизней нет, не говоря уже о каких-то там континуусах. Ну видите, зато получилось огонек пройти. Человек играет в игру, умер 2-3 раза на каком-то месте одном и том же и бросает. Все, уже неинтересно. А игра Мегамен в любом случае не про это. Здесь придется преодолевать, тренировать. Так. Тихо. Ну что ж, видите, даже в этот раз лучше получилось. Ну, конечно же. Здесь иногда получается без урона. Очень долго тренировал вот этот выстрел четкий, что под потолком. Так, ну что ж, попробуем его обычным оружием. Недавно эту тактику научился осуществлять. Достаточно интересно. Достаточно интересное для изучения. Ну что ж, взяли оружие. Огонь. С помощью огня мы будем драться с бомбами. Так что отправляемся к бомбермену. Бомбмену. Я ни в какие другие части Мегамена в детстве не играл. Смотря каких-то блогеров, ютуберов, они часто говорят, что у них вторая часть Мегамена, по-моему, 5-я нравится из любимых. А мне не с чем сравнивать, потому что она у меня была одна, она и есть. Вот она моя любимая есть часть. Единственная, она же и любимая. Сейчас будет враг, похожий на плащевого дуэлянта из Черного плаща.
Я тогда оговорился, что защита щитом механика, она была плащом, нарисован был плащ, но я не зря оговорился очень, потому что защита щитом тоже в этом случае используется. Ну, конечно. Так, у меня тело слизни. Не успел. Сейчас ответственный момент будет. Тихо. Перепрыгиваем. Тихо. Ну давай. Хорошо. Так. Ага. Что-то у меня такое ощущение, что я сейчас солью ему. Верим в себя и преодолеваем сложности. Чуть-чуть осталось здоровья. Ну что ж, с помощью бомб мы будем бороться с силачом, таким с кидателем блоком. Так, хорошо. Тихо. Очень нравится, что прошли то место. Здесь стрельба с таким с приближением к врагу. Что ж, не успели. В принципе, неплохо. Так, в этих лабиринтах я не помню, куда мне двигаться. Ага. Так. Ну ладно. Быстро мы добрались до этого утрамблера. Так, бомба. Так.
что ж, неплохо. Вот мы сейчас взяли Power Up для того, чтобы двигать огромные блоки или камни, вот эти вот, которые лежат. И сейчас нам надо вернуться к Эликмену, чтобы взять еще один Power Up, с помощью которого мы будем делать платформочки, использовать их для перемещения по ним, для прыжков. То есть такой небольшой бэктрекинг уже по знакомому уровню. Отлично. Хорошо, что это бэктрекинг не к Айсману, иначе эти глазастые платформы меня бы доконали. Отлично. Показываю мастер-класс. Конечно же, это случайно получилось. Эх, чуть-чуть затормозился. Эту игру, по-моему, как-то проходят вообще без ударов по вам. Это сумасшедшие люди просто. Вот эту синенькую штучку мы возьмем, переместив блоки. Вот так вот. Суперсила. Оп! Теперь можно создавать платформу. Ну что ж. Интересно, хватит здоровья? На один удар я должен выдержать электричество. Вот так вот. Отлично. Ну что ж, я думаю, что это видео подходит к концу. Я показал, как находить все пауэрапы в игре. Мы убили всех боссов, победили их. Открылся нам в серединке доктор Вайли. Теперь у нас есть все необходимое, чтобы отправиться дальше в приключения. В этой игре нет ни пароля, ничего. Как вы думаете, как я это сделаю? То есть я просто дойду до доктора Вайли в следующий раз и с него начну запись. А на этом на сегодня все. До скорой встречи. Всем пока.